Короче, слушаем нашу дорогую, любимую, обожаемую Олю. Да. С Да. чем она на сегодня пришла? Какие мы будем горы Ой, ну свергать как, или... только за квантовыми скачками к вам, А, понимаешь? Окей. Только так. сегодня не любой кипиш, сегодня квантовый А вы скачок. знаете, что я Только поняла, что так. такое квантовый скачок? Да, что? Это духовный скачок. То есть физика рассматривает кванты, это самый тонкий материальный мир, основа материального мира и духовного, и энергетического мира– это квант. То есть на уровне духа самое тонкое, что может быть, основа всего– это дух. Как говорят, Дух Святой. Так вот, это. Вот это, да, мне вот это. Мне вот это, пожалуйста. Так, Интересно, последние дни я тоже такое ощущаю подъем. ну так, Хорошо, Оля, мы же все. все взаимосвязаны, понимаешь? Общее поле Выключаем у нас. микрофон. Все, я солирую. Так, основная цель моя на сегодняшний сеанс а, Лиля. Получается, она проявляется, ну, у меня есть такая привычка, она у меня появилась с первых сеансов регрессии, да, вот почему-то у меня так, что я перед сеансами всегда повторяю свои аспекты, и как будто я уже рассказываю их. Вот и так перед каждым сеансом, да, ну, то есть, вот Вики, например, я их рассказываю, потому что что-то подбираю, что-то меняю, что-то так. Ну, и получается, что я вот иногда вот с некоторыми людьми заранее общаюсь, да, вот, ну, просто на таком плане. И получается, что вот тоже, когда вот я сейчас вот также с Викой пытаюсь, ну, там что-то там рассказывать в мыслях, да, у меня постоянно идет не Вика, а Лиля. Вот я хочу что-то Вике донести, а у меня Лиля. И она больше никак она не проявляется, только вот между мной и Викой. Тоже только что не сказали Лиля. Вот у меня вот все. Ну, что такое, что такое вот Лиля, да? Была преподавательница танцев у меня в институте. На ее репетиции она пригласила, это аспекты, да, то есть пригласила там молодых людей, ну, с которые там она дружила, провести нам репетицию. И во время этой репетиции просто на ровном месте у меня сворачивается чашечка в сторону. Просто на правой ноге чашечка уходит в сторону. Получается, репетицию все закончили, все, у меня там где-то час сидели, ждали скорую, никто так и не приехал, я с этой чашкой на бок. В общем, в конце концов, я сама потихоньку выровняла ногу, чашку эту мне, ну, как бы на место она стала. И получается, что потом, наверное, лет, ну, там был гипс, там восстановление долгое и все тому подобное, но в течение всей последующей жизни оно мне постоянно как-то легко смещалось. То есть я вот была в Китае, я как бы с маленькими детьми, одна, муж черти где в другом городе, и у меня просто опять на ровном месте, опять просто в сторону уходит чашка. И я думаю, блин, Китай, помощи ни у кого, ничего, ну, все, никто не придет на помощь, что делать? И я просто сама беру эту чашку себе на место, ставлю, ну, как бы и все. И хорошо, что там не было этой отечности, как первый раз. И потом был период, что я просто даже в кровати боялась ночью перевернуться сбоку на бок, потому что у меня тоже иногда слетала она, я ее сразу на автомате ловила и вставляла на место. И самое интересное, что когда вот начала проходить сеансы, оно прошло. То есть у меня с коленом вообще просто, ну, прекрасно все. А сейчас, последнюю там пару недель, у меня вот я когда хожу, она просто на секунду отключается. Вот я ее просто перестаю на секунду чувствовать. И я думаю, блин, это у меня или с коленом, или у меня уже с мозгами что-то там просто сигналы не проходят. Ну, то есть я это хочу посмотреть, что у меня с ногой. А потом еще с этой лилией было, что мы после института, когда мы уже перестали с ней заниматься, но она как бы там преподавала в другом институте именно танцы, она проводила свои выступления. Ну, ее выступления всегда такие какие-то мрачные были, именно то, что она, ну, для себя постановки делала. И мы как-то с подружкой пошли, ну,
ну, как бы ее проведать, посмотреть. И получается, на входе, ну, я там пошутила, ну, когда надо было платить, я просто пошутила, а сделайте нам скидку, как, ну, там, бывшим ее ученицам. И мальчик говорит, ну, проходите бесплатно. Я говорю, ну ладно, типа бесплатно, так бесплатно. А она на меня так потом обиделась. То есть, ну, она, получается, платит аренду, а это, зрителей вообще нету, и я еще типа бесплатно прошла, хотя она как бы считала, что у меня там бабок просто завались, и я, блин, тут еще и бесплатно. То есть эта обида ее просто жутко на меня была. И получается, что как бы остается я еще должна ей. И вот я просто хочу зайти в тот момент и просто заплатить за этот билет, ну, чтобы не было никаких долгов. Потом, как бы, ну, она была так глубоко несчастным таким прям человеком, и это все виделось в ее постановках, которые она там для себя делала, да, и она еще и от рака груди умерла очень рано. И получается, что мы были на ее отпевании. Вот я хочу тоже отменить это вот свое присутствие, это отпевание, вообще полностью найти это, где, на чем она до сих пор сидит в моем пространстве, и все это убрать. Просто мы ну, уже убирали ее, то есть она мне хотя бы сниться перестала. Потому что раньше мне снилось, что она приглашает меня на свои эти вот репетиции, я как бы прихожу к ней в зал, что как бы там это. И когда я у остальных девчонок спросила, а вам снится такое? Они говорят, ну как бы нет, но одна говорит, что она мне приснилась и сказала, что она типа собирает души сейчас. Ну типа ты не бойся, я типа не за тобой. Ну и как бы она это вот, а мне она снилась вот как прям приглашала к себе на репетиции. То есть это все посмотреть. Но у меня есть еще по жизни еще одна Лиля. Это моя двоюродная сестра. Ну, как бы я не думаю, что это она там может как-то стоять между, ну, вот, в моем пространстве. Хотя, как бы я понимаю, что она там завидовала моему замужеству, типа, что у меня прям такая богатая, счастливая жизнь, и она прям тоже мечтала о такой же, тоже попала на этого абьюзера, еле с него сбежала, он у нее забрал 2 детей, но у меня, она уверена, что у меня просто прекрасная, счастливейшая, богатейшая, типа, ну, как бы замужняя жизнь. Просто мне так повезло, что может быть, ну, как бы вряд ли, ну, на всякий случай, что есть еще одна Лиля. Также я хочу убрать с себя вот это ощущение, энергия бедности, вот это, что типа нехватки денег, что вот там долги эти все, ну вот это вот все убрать, вернуть свою энергию, истину, мою живую энергию, ну, богатство, а также убрать эту энергию с меня серая мышь. У меня муж все время рассказывал, как ему повезло, что у него прям жена серая мышь, потому что на меня тогда никто не обращает внимания, как бы ему не надо волноваться, чтобы там ко мне никто меня не хотел, никто ко мне не цеплялся и все. И вообще как бы на мне как бы, ну вот все смотрится, ну вот именно серо, по-бедному, да, то есть даже когда я там одеваю какую-то даже дорогую какую-то качественную одежду, а на мне смотрится, ну, просто, ну, ну, вот серая мышь, серая мышь, да, там макияж, прическа, ну, какие-то пару, может быть, в какое-то время что-то оно хорошо смотрится, а потом оно все равно вот это излучается от меня просто, вот эта энергия какая-то именно серой мыши. Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Что ты видишь? Вижу такая вот треугольничком энергия от сектора магии к сектору интерферентов. В секторе интерферентов ну, такая вот, оно буквально считывается как стрелочка такая вот. Одна стрелочка на сектор магии, другая на сектор интерферентов. Именно идет от колен Оли. В секторе интерферентов вот так говорит коучинг. И как будто ко мне обращаются, говорят, все испортила. А в секторе магии вижу такой кружочек. Там кто-то находится. Считывается Евгений. Такая вот считывается маска. Буквально масочка. Такой кружочек. И твое лицо там. Угу. Так, Считывается хорошо. энергетический подвох. Угу. Хорошо, Виктория, разберемся с этим. Оценим ситуацию. Мгм. На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Ольги. Оля. 1, 2, 3.
Я ее вижу. У нее с правой стороны вот такая энергия, считывается лилия. Она вот так вот согнулась, держится за правое коленко, а на правом коленке вот это же считывается информационная блокада. То есть вот это, что я видела, но это часть вот этой информационной блокады, и дальше идет вот эта стрелочка такая, и идет как будто в пространстве, знаешь, Мгм. как будто бы вот отсюда и сюда такое что-то, ну, как ткань натянута, и в ткани в этой, вот так она прогибается, вот энергия такая светлая, ну, как в этом таком, как в мешке, скажем так, как качели какие-то. Так. Энергосфера Оли с этой стороны, с правой, вот так как будто вот такое движение волновое считывается, буквально там считывается как зубы, которые кусают, вот так вот. Считывается волновая агрессия, и подключка тянется в сектор магии. И вижу в секторе магии гроб, и лежит женщина, Мгм. Лиля. Вот это, Мгм. вот эта ситуация. Считывается погребение заживо ушедшей. Вот. И почему-то заживо ушедшей. Мгм. И от нее она такая черная, вот этот буквально считывается труп тела, а с ее сердца идет такая волна, и это ее энергия вот в этом подвешенном гамаке. О, гамак, оно точно как гамак. В этом гамаке Мгм. считывается, что потерянная душа, ушедшая как-то заблаговременно, ну, как бы специально перед каким-то временем. И вот эти стрелочки черные, и именно где чашечка у Оли, там вот это, что я видела, вот этот центр этих стрелочек. Мгм. Щас. Считывается диффузия, диффузная агрессия, преждевременно ушедшей. И в этой черной энергии вот считывается вот как зубы кусать. Буквально верхняя челюсть, вот зубы. Перед Олей на уровне сердца огромная книга. Считывается миссия души. Мгм. В этой же книге вижу, как в секторе вот так выше, но это в ее пространстве, где с левой стороны, где сектор навязанных программ, вижу, как какая-то темная сущность или человек, ну, энергия такая, как сущность, скажем, толкнула Олю вниз. Так. Считывается прорубь, Мгм. энергетический догматизм. И от этой ситуации вижу какое-то зеркальце. Вот так блестит, как будто в секторе магии. Вот так поблескивает. Вот так вот. Сектор магии. Вижу, что это все находится, считывается как привязанная реальность. То есть это не... Это информационное эго. То есть это навязанное. Оно вот так все как скорлупой Мгм. как бы обнимает ее пространство, а Оля как бы смотрит оттуда сквозь этот панцирь. Также это считывается как информационный шум, демонический. Мгм. Также считывается навязанная память. Я слышу и вижу, есть контракт, который
Тянется в сектор магии еще дополнительно кто-то есть. Считывается шаман. Короче, многовато всего есть, да. Что, Виктория, вернись к эфирному телу Ольги. Да? Считай ее эфирной ДНК. Оля ли это? Да, я с ней поговорила телепатически, и она вот так взяла это и растаяла, отодвинула это все. И вот так по пояс она сидит возле этой книги. А с этой книги такое идет свечение. Вот из сердца у нее все светится. Вот такое свечение. А вот это все считывается как эгрегориальные привязки. Спроси Викторию у Оли о разрешении потрудиться с ней для нее. Она говорит, что она разрешает, буквально голос ее слышу, и она показывает как будто бы руками вот так в сторону, где сектор подписания контрактов, она вот так руку на руку положила, как бы прячет какой-то черный шарик такой. Что это за энергия? Спроси Оля. Что она прячет? Она считывается демоническая деменция. Сейчас я еще посмотрю, какое там событие, какая история этой энергии. Смотри, Виктория, какая история этой энергии. Я слышу шум, как будто бы из большого такого здания. Вот. И вижу как будто нога вот так и вот такое получилось, как бы споткнулась. И получается, вот вижу вот эту сияющую ногу, которая согнулась именно вот так, как в этих часиках, стрелочки. Вот этот же угол, который соединяет вот коленки ментально, идет в сектор магии, в сектор интерферента. Вот. И этот же там, слышу, чашечка. И в этой чашечке считывается деменция. Энергетическая деменция. Сейчас я посмотрю, кому Что принадлежит эта энергия. Кто хозяин этой энергии, приказываем проявить согласно эфирной ДНК. В секторе магии появляется такая фигура странная, как будто бы женщина вот так присела, прилегла, как будто бы на стол, а ее груди какие-то необычайно такие длинные. Ну, знаете, как говорят, ушки спаниеля, да? Вот такие как-то и вытянутые, прямо в сектор интерферентов потянулись. Вот. И она вот стоит в такой позе, как мы говорим, в позе зю. И какой-то у нее, как звезда во лбу, искусственный интеллект считывается, какая-то там у нее считывается потеря личной идентификации и критический анамнез. Вот это деменция. Ты говоришь, что она в секторе магии находится. Это значит, что на физике есть кто-то, кто проявляет эту энергию. Была, да. И вижу, что она, вот этот гроб, что она лежит. Надо посмотреть, что произошло во время этого падения. Так, давай. Что это за ситуация?
Нужно зайти в эту Так, ситуацию. так. Я Сейчас я захожу. посмотрю. Мгм. Давай посмотрим эту ситуацию, когда Оля вывихнула эту чашечку коленную. На физике посмотреть или на эфирном плане? Виктория, сначала на физике посмотрим, что это было за ситуация, убедимся, что это было. Это я уже говорила. Это вот она, как вывих произошел, она как Мгм. будто бы вот упала. Вот это все я уже рассказала. Мгм. Давай посмотрим на эфирном плане в этот момент, что происходило с Олей. Вижу, что в этот момент в эфирном плане у Оли появляется сзади эта энергия, как будто бы по позвоночнику, вот как считывается струна, выглядит как будто бы доска такая. И там же ж этот имплант, руки завязываются у нее сзади, как будто бы арест. Так. Сейчас я посмотрю, почему она позволила, что произошло. И вот это слово постоянно звучит, деменция. Вот эта звезда в голове у этой Лили, как искусственная такая. Мгм. Когда сейчас я посмотрю, считаю эту энергию, я вижу, что эта женщина в этой энергии, в этой звезде, занятие гороскопами, буквально она как будто бы смотрит какие-то карточки, и такие буквально считывается, высвечиваются такие черные звездочки, и она как будто бы эти черные звездочки в ее пространстве вот так двигает то туда, то сюда. И считывается астрологическая деменция. Мгм. Так, эта женщина в секторе магии по отношению к Ольге приказывает отвечать, что она делает в пространстве Оли. Да, в том моменте я посмотрю, Мгм. когда Оля вывихнула. Сейчас я зайду в этот момент, в это пространство Мгм. и спрошу, что она делает в пространстве. И я вижу, что у нее вот это типа третий глаз, оно считывается, вот эта штуковина, она как считывает информацию, она улавливает, то есть у нее такие фонит, считывается фонит. И она, я слышу, а, обращает внимание на ясновидящую. Мгм. И смотрит на Олю. Так, Сейчас я спрошу, что что это? она там видит. Мгм. Что она Слышу отвечает? разоблачить деменцию Христа, этого эгрегора христианства. То есть она вот смотрит и видит сеансы регрессии, будущая платформа бытия. Что это, Виктория, за платформа бытия? Я же рассказала, по-моему. Я слышу. Бытие. Сеансы регрессии. То есть Разоблачение Люцифера. платформа имеется в виду вот эти все сеансы, чем мы занимаемся, да? Ну вот такое идет, я тебе Мгм. говорю. Так, Да. ага. Так, и увидев И вижу, это... подожди, да я рассмотрю эту Да. платформу. Мгм. Да, Виктория, посмотрим. Она связана, эта платформа,
находится на уровне колена. В виде такого бруска считывается непроявленная реальность, гипотетический союз считывается с высшим духом, с высшим духовным началом. И сразу идет такой, перебрасывается внимание на такой яркий свет, и который вот из сектора Первотворца. И это оно вот так, этот свет как будто бы вот так мягко проталкивается в пространстве. Звучит молодой Оли. Оля не говорила, или я прослушала, но оно идет, что это студенческие годы. То есть она довольно взрослая, но считывается проницательный ум и ясновидящее. Почему-то вот так идет. Так, а что произошло, когда эта Лилия увидела Олю, что она вот ясно В ситуация? секторе интерферентов считывается дух возмездия, как такая большая черная сущность, которая вот так как-то полукругом начинает движение, как будто бы вот так вот, и такой, как кошку такой, как крючок, именно в коленко. И звучит полугодичный контракт, полугодичный контракт. О каком контракте идет речь, Виктория? Что это такое за контракт? Я вижу полугодичный контракт. Вижу в этом контракте Оля идет и как бы хромает восстановительные процедуры, восстановление. Буквально считывается вставление чашечки на место. То есть по этому контракту она позволила упасть, выпить чашечку. Она получила полгода процедур, а отдала, что она потеряла. Вижу разговор. Она с кем-то говорит в Киеве, прямо в Киеве. Так. Я слышу, что она говорит со мной. Так и идет со мной. И я вижу, что гипотетически мы должны были встретиться. Это же в 86-м году я слышу. Я именно была в Киеве в это время. То есть была запланирована у вас встреча, Да. которая отменилась? То есть по этому контракту Оля отказалась, получается, не встретилась с тобой? Нет. Так, Но мне идет как-то встретиться? 86, 87. Как будто бы вот тоже зимние месяцы. О, точно, я же вижу, я же зимой была в Киеве. То есть один день туда-обратно. То есть гипотетически мы могли там встретиться зачем-то. Оно считывается как встреча двух ясновидящих. Странно. Так, понятно. В этом контракте она и Да, потеряла... я даже вижу и этот костюмчик, в котором я была. Я связала себе теплый костюм, свитер такой длинный, на такой резинке модной, и такая юбочка. Вот. Даже вижу эти узоры. Это натуральная шерсть была, очень красивой. Костюм был. Так.
Хорошо. Давай посмотрим, Виктория, этот контракт. Значит, Оля согласилась с тем, что на полгода чашечку вот это будет лечить. Получается, что отказалась от этой встречи с тобой. Что еще в этом контракте? Оно считывается, потеряла энергетическую связь с собой. И я вижу, что от этой коленной чашечки идет такой, как проводочек в нижний портал, и на этом проводе такой огромный сияющий шар. Угу. Так, она потеряла ее энергию. Да, и я вижу, там считывается по этому контракту вот этот шаман, какой-то шаман. Так, что это за шаман? Приказываешь этому шаману проявиться. Кто это или что это? Вижу какой-то такой расплющенный странный нос и такое дзынь. Угу. Так. А что это нос этот обозначает? Что это за Учитывается настройка настройка на волны шаманизма. Дир прозвучало. Угу. И такой у этого человека дуйко. Расплющенный нос, странный, то есть это как имплант у него. И вот эта лимбическая система в носу, считывается настройка на волны шаманизма. Дуйко. Опять звучит. Как только посмотрю, вот опять. Дуйко. Так, это шаман, это и есть это дуйко. Получается. Он на что он физике, делает? как бы настроен, и у нее контракт с ним, какая-то книжечка, и все оно связано вот на этой коленной чашечке. Она держит, Оля держит такую книжечку, маленькая, она вот такая, как блокнотик такой, но там тоже вот это черное шарик. Это черный, сейчас читаю историю этого шарика. Это коленка, потерянное равновесие, потеря энергии. Вот, оно мне идет, что когда человек теряет свою энергию, он начинает ее потом искать. И это ловушка эзотерических, этих шаманических практик. Угу. Когда человек целостный, естественно, он ничего не ищет. Это как раз ловушка. Человек, который ищет, то подсунуть ему не тот вариант. Угу. И я вижу, что вот эта встреча со мной в юности, ну я тоже юная, молодая еще была, где-то мне там 23 года, наверное, было. Вот. Она была моложе, то есть мы могли теоретически как-то встретиться, возможно, и дружить, и это бы переросло во что? Сейчас я посмотрю. Угу. Я вижу, мне прямо идет, что ее дерево не было бы срублено. Ну, наверное, и мое. Потому что потом я вышла замуж. Не за того человека, который мне давала Вселенная. Да? Угу. Вот. Угу. Так, ну хорошо. Значит, вот этот контракт с этим шаманом, это тоже По этому второй контракту. контракт. Угу. По этому же контракту я вижу, я слышу бомбежки, то есть вот эта ситуация, и слышу война в Украине. Это тоже по этому контракту. Страх насилия. Я вижу, как она
смотрит в небо, боится, как будто бы хочет себя вот так защитить. Слышу, вынужденная депортация. Ну, это типа миграция. Это тоже по этому контракту. Считывается муж, преисполненный чувств к другим. Предатель, да? Как? Виталий, он такой, как интересно выглядит, как будто бы какой-то свернул кулечек и положил его вверх ногами. Внутри такой закрытый весь. Так. Так, а что Оля отдала в этом контракте? Вот она показывает, говорит миссию. Встреча с Викой. Эту энергию, все. Вот, живое древо. Это классический вариант, как мешают программы встретить родственных душ. Родственные души не только для романтических отношений. Родственные души – это все окружение. И для бизнеса, и для выполнения миссии, и для помощи. Вот. То есть мы, образно говоря, на уровне родственных, божественных своих связей, своих высших «я», образно говоря, договариваемся помогать друг другу. А эта темная матрица договаривается с темными вот этими сущностями, эго людей, препятствовать этому. То есть на уровне самого человека вот этот есть внутренний враг, то есть вот это истинное я и эго, это тот антимир внутри каждого, да, который сопротивляется выполнению истинной миссии. Так оно и звучит. Раздор между высшим я, между высшими аспектами души и магическим потенциалом антимира. Вот, то есть идет человеческая божественная душа, высшее я, это как единое целое с божественным источником, а вот это эгрегориальные все структуры с антимиром, они как бы проникают в глубину сознания человеческой сущности, и это на уровне эго, да, или ложного я, оно связано в единое целое с эгрегориальным, считывается с материей, матриархатом, люциферианской системы управления душой. То есть идет божественная, чистая, свободная душа, которой никто в божественных сферах не управляет. Она управляет сама. Это самоуправляющая система. Звучит экологичная, да? И противостоит вот этой матричной системе антимира, которая управляет душами. То есть свободу потеряла. Вот оно что. Она потеряла свободу быть собой, быть суверенной, свою самость. Она в этот момент стала управляемой. И вот эта лилия, вот с этими, оно так и звучит, цицками, ну, в эфирном плане, да, как будто бы она кормит, это метафора. Я подумала, что это такое означает, и сразу идет ответ кормить антимир. То есть она буквально стала как матерной платой, которая распространяет
это воздействие на божественные души и помогает антимиру захватывать и управлять душами людей. Мгм. И она говорит на Олю студентка, ясновидящая студентка. И она смотрит на Олю, вот я ее как будто бы с ее позиции смотрю, и она видит, как у Оли вот здесь такое вот свечение во лбу. Считывается Мгм. угнетенный ребенок, то есть много блокировок у нее есть. На эти блокировки она и притянулась к отцовскому эгрегору. Вижу, Мгм. что у Оли как имплант вот с левой стороны. Это Так. мозг, отвечающий за паттерны поведения. Вот это, что я видела Мгм. вот по кругу. Вот это. Так, хорошо. Давай посмотрим в этой ситуации. Спроси у Оли, зачем ей нужен был этот контракт, почему она согласилась на это. Она говорит, я упала, а мне нужен был контракт на раздор души. И показывает в секторе магии что-то. Мгм. Но это не Что в ей том нужен. секторе? Это не ее божественной душе. Это говорит программа. Программа говорит. Да, это говорит программа. Вот это темное, потому что это эго ее говорит. То есть этот внутренний Мгм. диалог между программой и ее божественной сущностью. Так, а что это за программа, которая... Я вижу, что до собственно, этого она отдавала по чуть-чуть много раз. Считывается, она привязана к какому-то отцовскому эгрегору насилия. Мгм. Считывается отцовская деменция. То есть деменция, сейчас я считаю, что это обозначает. Мгм. Это считывается как искривление пути, искривление. Оно вот так вот переворачивается, искривляется. Вот эта волна вот так вот перекрутилась. Как будто бы раз и перекрутилась. И вот когда она перекрутилась, когда достигла это максимального, считывается, величия, то есть эти маленькие блоки как бы соединились, набрали критическую массу, скажем так, произошел этот энергетический удар со стороны этой лилии. Мгм. Вот. И поэтому вот это перекручивание, деменция, да, то есть это и искажение пространства, искажение истины. Наше информационное пространство чистое можно назвать одним словом – истина, потому что оно так и звучит. И вот это искажение, перекручивание истины, это называется, считывается в эфирном плане как деменция. Вот. И в этот момент на физике произошло, это как подсказка от подсознания, выводит на физический план, вот это ногу скрутила, то есть подвихнула ногу, упала, и вот эта чашечка. В этой чашечке этот контракт полугодичный считывается. Потому что Мгм. именно в эти Полгода должна была с тобой встретиться. я не знаю, в полгода я это не Мгм. вижу. Я вижу, что в эти Мгм. полгода она, ну, как бы занималась лечением, восстановлением. И Мгм. за эти полгода она каким-то образом она как бы отключилась в какой-то момент. Вот идет отключение.
Она отключилась от реальности, ее все внимание считывается напряжение, все ее внимание было сконцентрировано на лечении, на лечение на физике, а на эфирном плане концентрация на эту лилию. И это буквально притянуло вот эту ситуацию, что она пошла на похороны. Вот этот, вижу, считывается поцелуй смерти. Сейчас я посмотрю, что это. Буквально губы такие черные. Сейчас я посмотрю, что Оля. Я вижу, что Оля буквально в эфирном плане как считывается прышкандебала. То есть пришла, прихрамывая, у нее вот этот имплант на правой ноге в виде такого кулечка, как отец ее там считывается. Вот так вот кулечек. Вот. Это отцовский. Это вот эти Да. паттерны унижения женщин, пренебрежение женскими энергиями, доминация над матерью, женщиной, то есть считывается на святыней жизни. То есть я вижу, что это патриархальный, он так и считывается, патриархальный уклад жизни, пренебрежение святостью жизни, потому что женщина – это носительница, сосуд святой божественной энергии творения. Кто обижает женщину, тот обижает свою эту, вот это. И она пришла, и вот этот поцелуй смерти. Я сейчас посмотрю, что происходит. Странное происходит явление. Вот эта энергия, по которой ее душа еще как будто бы не ушла, она еще присутствовала в теле этой женщины, и вдруг началось такое движение обратное по этой связи. Черная энергия вот этого поцелуя начала проникать по этой подключке в пространство Оли и встала вот тут здесь, с правой стороны, которая вот и считывается как деменция отца, а Лиля как проводник этих энергий. Потому что она соединилась с проблематичным отцом и стала как духовной проблематичной матерью. Потому что для такого отца, то есть на уровне энергетическом, его эго, как бы оно звучит, одружилось. По-русски это как союз, вышла замуж, да? Женилась на этой эгрегориальной матери. То есть она сыграла роль, ну, плохой мамы, скажем так. Хорошо, Виктор. И да, вот так вот. То есть навязала Оле свою волю, свою иллюзию подчинения. И Хорошо, буквально Виктор. вот эту энергию, которую я видела в начале, это как раз и есть симбиоз энергии вот этой, когда отец Олю обижал, и вот этого предательства, этой лилии. И она говорит, эта программа, что она прекратит союз Оли с Викой. Говорит, я не дам разоблачить Люцифера. И вижу, что вот эта энергия, которая вот так вот с правой стороны, вот это все, как бы обволакивает эту платформу жизни. То есть эту не проявившуюся миссию. Хорошо, Виктория. Давай посмотрим ситуацию, когда Оля подключилась к отцовскому эгрегору насилия. Что это на сцене физики была за ситуация? Оно считывается само рождение. Давай посмотрим на эфирном плане, что произошло с Олей. Я слышу момент воплощения.
Что произошло с Олей в этот момент воплощения? Каким образом она подключилась к этому эгрегору насилия? Я слышу, она вошла в деменцию отца. Я вижу, произошло вот это слияние, вот это как инь и янь. Вот эта синергия Божественной Матери, которая по идее должна была бы выбрать свою родственную душу для того, чтобы родить чистых детей. А это считывается как грех матери. То есть она пренебрегла своим выбором и таким образом как бы отдала свою дочь, буквально считывается в лапы Люцифера. И вот эта сущность, которая это самое, считывается, то есть это энергия, потому что слияние двух родов произошло. Мгм. И вот этот инь и янь, вот этот символ, как раз и показывает вот это слияние, вот этот символ греха человека, то есть ошибки, когда божественная душа вместо того, чтобы искать себе родственную душу, для того, чтобы с мыслью о будущем поколении родить детей чистых, считывается благословенных, да, выходит замуж за кого попало для того, Мгм. чтобы вот это все завязать. И оно вот это считывается, вот этот символ, как деменция двух полушарий. Мгм. Давай посмотрим, что произошло с Олей, когда это произошло слияние, что она почувствовала. А не кажется ли тебе, что вот какой-то затор, что нужно вот эти контракты порасторгать сначала? Потому что они, как раз цель этих контрактов, Утяжеляет? М. да не просто утяжеляет, Мгм. оно просто Мгм. закрывает, вот буквально поглотило. И именно цель этих контрактов – это спрятать тот божественный контракт, Мгм. который у Хорошо, тебя, Виктор, я тебя понял. эту миссию. Хорошо, Да. эту ситуацию пока заморозь с Мгм. этим слиянием инья. Да, пойдем в тот момент, когда Оля хотела пойти на отпевание этой лилии. Рационально Оля хочет и отказывается от ее решения идти на отпевание. Пусть она Нет, отменит. подожди, не спеши. Мгм. Так. Мое, то есть внимание сейчас не на этом моменте, а на моменте падения. Мгм. Этот контракт с Лилией. Мгм. Да, Спроси у Оли, что она хочет потому сделать в что этой на ситуации. этом все держится, эта вот связь, а не на этом Мгм. отпевании. Отпевание – это следствие уже. А прокол произошел именно в этот момент. Сейчас я отсоединюсь, заберу это слово, отмени это твое. Вот это да, Отменяя. это как бы тебе нужно было спросить, что я вижу, у Оли спросить, а не навязывать вот это. Оно вот сейчас мне стоит, мешает. Очищая пространство, удаляя все эти, отменяя все эти Отменяй этот высказывания, вопрос, а вопрос этот отменяя вопрос. отменяй. Мгм. Мгм. Что ты сейчас? Ничего не вижу. Какая-то коричневая энергия закрыла пространство. Что это за энергия? Считывается энергия, ну как, фашизма, паразитической матрицы. М. Кто хозяин этой Также энергии? какая-то энергия Мгм. звучит несостоятельность. В этой энергии считывается. Сейчас я посмотрю, кому Мгм. принадлежит эта
эта энергия. Женя, веди сеанс, Да. пожалуйста. Кто хозяин этой энергии, приказываем проявить согласно Кто-то из сектора магии говорит, ты никогда не увидишь мое истинное я. И как будто бы из такого портальчика тоненького, как на шпателе, вымазывает такими коричневыми энергиями вот этого фашизма. Пытается мне вот это закрыть видение. Сейчас я вытащу этого. Кто это там? кто это закрывает, приказываем проявиться, убрать иллюзии. Кто он такой? Какая-то сущность коричневого цвета с масочкой на голове, масочка вот эта. Мгм. А эта Что ты масочка вначале... считывается Мгм. Евгений регрессолог. Кругленькая, такая, Мгм. как печаточка. И Так, это кто такая хозяин? программа, она светится, и там есть твоя энергия в этой масочке. Мгм. Сейчас я посмотрю, такие вкрапления Что это? небольшие. Сейчас я зайду в одну Мгм. такую штучку, посмотрю, что это. Вижу, что вот эти программы, которые окутывают, считывается помешать расследованию. И такой тоже, опять же, такой как полукруг идет. Вот как Мгм. у Оли вот так вот миссия, вот так шух закрыть. И вот точно так же здесь полукруг такой черный тянется в сектор магии через эту сущность. То есть твоя энергия там захвачена и тянется к Мгм. какому-то эгрегору, такой черный, как будто бы вот так вот, как маятник колышется. Мгм. Что это за эгрегор? Какой-то, как маятник колышется, считывается деменция, а от этого еще ниже тоже такая, и опять такой же, как бомбочка, и ниже пошло. А там М. светится энергия огромная внутри. Сейчас я посмотрю. А, А там твое посмотри. лицо, твоя энергия, огромный пласт твоей энергии. Считывается непроработанный пласт психики. Мгм. Отключение от реальности, Мгм. какое-то округление. Вот так вот. А что такое округление? Считывается вот эта деменция, вот эта энергия перекособочивания. Так. Ну, это, Виктория, со мной работать надо? Да, Это... здесь Мгм. получается, что у тебя как бы не проработана вот эта часть выполнения истинной своей миссии. Вот что-то с этим связано. Мгм. Да. Где-то вот это потеряны твои частицы энергии, и они буквально препятствуют. И просто звучит вот это, считывается радикальные вопросы, и буквально слышу твой голос, а что ты сделаешь на физике? И вот это такая черная энергия, как эхо с какого-то с Мгм. сектора интерферента вот так звучит. То есть это голос программы. Мгм. Так, что... И звучит неэкологичный допрос. Так, Виктория, что мы можем в этой ситуации сделать? Сейчас я посмотрю. Я слышу
что вот в этой программе твоей это не хватает энергии развлечения, то есть нет энергии развлечения. Мгм. Считывается пафос блудовства. Вот, то есть поддаешься энергиям какого-то плутовства или блудовства. И из-за Мгм. этого ты как бы это самосаботаж, потому что твой контракт не расторгнут. Вот. Мгм. Что в этой ситуации? Сейчас я спрошу Что Олю, в этой видит ли ситуации, она это. да. Мгм. Ну, и идет, что с Олей тоже шла программа самосаботажа, потому что это она могла проработать со мной вдвоем. Когда она захотела это с тобой, как бы она усилила свои программы саботажа, и выросли вот эти как бы энергетические блоки. Ну а что Мгм. делать? Спрашивать у нее, Срезонировала. что делать, Мгм. да, а не у меня. Это ее Хорошо, связь. Виктория. Что вот Проявить эти себе энергии, волю. что через мои энергии были воздействия, приказываю интерферентам убрать их воздействие, очищая пространство, чужеродную энергию отправляя на аннигиляцию, поднимаемся повыше. Так, я вижу, что в секторе магии ты вот так вот выходишь, вот так вырастаешь, такой сияющий, вот так, где правая сторона, вот такой черный брусок. У Оли там светлый, в черном, а у тебя такой на светлом, вот на правом, вот так вот по косой, такой черный брусок. Мгм. Считывается отказ от миссии Первотворца. Мгм. Вот. Так, я чужеродные энергии, эти отказы. Подожди, да я Так, посмотрю. посмотри. Когда это ты отказался? Что это такое? Мгм. О, ёлы-палы. А теперь по Так. отношению к тебе в секторе магии смеется Оля. Вижу эту ситуацию, наш разговор, который недавно был. И она вот спрашивает, а, а ты, считывается, отречение от миссии Первого Творца. Сейчас я послушаю, что ты там говоришь. Мгм. Ты говоришь, что я отрекаюсь от миссии регрессолога и говоришь, я лучше буду ложить плитку. А вот это, как это, штучка это с этой, с Шпатель цементом. там или это. Шпатель вот этот, вот он. Так и случит, что ты отказываешься от миссии регрессолога и принимаешь вот энергию деменции, так и звучит, паттернов антимира. Вот Так. ловушки, видишь? Это давно было, Виктория? Недавно. Странно. Что-то, мне кажется, это навязанные какие-то вещи. Так, хорошо. Была Но ли это с нет это... тобой уже нужно смотреть, Мгм. навязанные или не навязанные. То есть это Хорошо. самопророчество считывается, М. ну, как самопроклятие. Так, не помню такого. Чья это энергия этого разговора? Чьи это Твоих программ. энергии? Ладно, Это твои разберемся. программы. То есть это Оля спросила, а ты с Подсознательно программами какие. поговорил, и вот это оно так связалось на уровне подсознательных вот этих связей, вот оно туда пришло. И поэтому ты как бы в этой ситуации с Олей уже как бы и не регрессолог.
То есть ты отказался, а я тут ни при чем. Поэтому ты задал этот вопрос, поэтому это все эти затыки. Я сейчас спрашиваю Олю, хочет ли она расторгнуть свой контракт, потому что воля ее, а не твоих программ, здесь играет решающую роль. А она говорит, что она обязана встать с колен и что она обязана убрать препятствия на пути, говорит, выйти с колодца. Мгм. Я Да. тогда ей говорю, что она может зайти в тот момент, когда... Ну, Женя, это ты должен говорить, а Да. не я. Пусть она зайдет в тот момент, когда она подписала контракт и согласилась вывихнуть коленную чашечку. Пусть она откажется от любых ее решений прогибаться под чужеродными энергиями и эгрегорами. Я предлагаю сейчас тебе выйти с нашего сеанса, отсоединиться от нашего сеанса и взять Оле бразды правления в ее руки, потому что ты действительно мешаешь. А потом мы поработаем с... Хорошо. Хорошо, Оля, включай микрофон. Потому Как что мне от Виктор... тебя вот эта программа, вот от этого вот идет, миссия закончена. То есть ты как будто бы слил свою миссию. Поэтому ничего Хорошо. не происходит. Так, а можно еще вот Жене напомню эту ситуацию, просто он думает, что это какая-то навязанная. Это тогда, когда мы вдвоем, втроем, я у Вики коуч вопросы задавала, потом тебе, и я тебя спросила, как ты видишь себя вот в этой школе, то, что вот Виктория описывала, а ты сказал, я еще не уверен, что я себя вообще там вижу. После этого я тебе говорю, а давай посмотрим, вот чем бы ты хотел заниматься, вот там через 5 лет, вот, где ты, что ты, кем ты. И вот, ну, вот эта ситуация, получается, всплыла. Наверное, про плитку я там, конечно, не помню. Ну хорошо, в этой ситуации, Оля, когда бразды правления тебе, я тогда отключаюсь, вы тогда закончите, наберете меня. Отсоединяюсь, а не отключаюсь, Женя. Отсоединяй. Вот. И это самое. И готовь аспекты. Я отсоединяюсь, я вижу, как ты отсоединяешься, все, уходишь. И вот эта коричневая энергия мести, фашизма, она тоже уходит. Вот. А пространство Оли очищается. Вот. И энергосфера становится такая большая. И вот эти все энергии, они уменьшились. То есть я вижу, как оно считывается тонкая деменция. Мешала, то есть это считывается в эфирном пространстве со стороны Жени как агрессивная регрессия. Хорошо, отсоединись пока от этого всего. Да, отсоединяюсь полностью. И вернись в тот момент, там, где я подключилась к отцовскому эгрегору. Да, я вижу, возникает символ инь и янь. Спроси у меня, вижу ли я, что со мной произошло в этот момент, куда я подключилась. Я вижу, как из твоих глаз полилась вот такая энергия осознания, и вижу, как эта клеточка, вот это как инь и янь разделенная, только вот эти там кружочки, это такие поломанные фигуры геометрические, квадратные, вот такое вот все поломанное, такое же, как эта фигня на лбу у этой лилии. Так, вижу ли я это все, всю эту конструкцию, и как она на меня подействовала? Ты видишь, я вижу, как твое левое и правое полушарие вот так вот, таким как полумесяцем, вот так засияло. То есть
Так. Я убираю эти все воздействия, я выхожу из этого всего эгрегора, забираю оттуда всю свою энергию, все частички своей души. Я полностью себя восстанавливаю. Я живая, Сейчас, целостная. да, это проработка родовых программ, то есть в этой ситуации нужно проявить волю. И вот я буквально вижу, освободить древо жизни и отказаться принимать свою генетическую составляющую, вот эту эгрегориальную демоническую структуру, то есть все Мгм. негативное, увядающее, оно таки считывается, увядающая деменция. Вот этот такой отрезочек, как будто бы вот такая кусочек дороги, да, Мгм. символический, который вот так ну, это самое. Забери всю Да. твою энергию с этого пространства, и Да, я вижу, как забираю, убираю все чужеродное со своего рода, со своего дерева, со своего пространства. Полностью все чужеродное убираю. Я полностью очищаюсь, я полностью освобождаюсь. Я живая, чистая, свободная. я вижу, как этот образный кулечек, да, который вот так вот как бы закрыл, то есть отец как бы закрыл все хорошее, да, он как бы собрал всю эту энергию подавляющую, да, когда он подавлял тебя, и это накрыл. А сейчас этот кулечек вот так разворачивается, и вот эта энергия вот как возвращается вот к твоему родовому древу. Мгм. Я полностью восстанавливаю свое родовое дерево. Все, полностью убираю всю чужеродную энергию с него. Оно полностью живое, светлое. Да, то есть возьми из дома отца и из дома матери все самое лучшее, перспективное, созидающее. И я вижу, как эта матрица в виде этого, оно считывается как осиное гнездо. То есть это ядро той программы, которая вот отцовские или материнские негативные программы притягивает с окружения детей для того, чтобы через чужих людей э, воздействовать на своих детей. То есть я вижу, как она работает, и эта программа, это ядро раскалывается, этот инь и янь типа, да, вот. И сейчас я вот буквально эти зубы вижу, которые как бы раскусывают, а эти зубы– это твоя проявленная воля. Я вижу, как эта энергия твоя, этой храбрости, эти зубы– это символ храбрости, я слышу, выходит через сектор магии. Я слышу, возвращает силу рода для себя и своих детей. И вижу, как пошло такое, как будто бы это покрывало такое с тебя упало. Оно такое, как слизь. А эта энергия, это этих, знаешь, м, считывается энергия менопаузы, Мгм. прекращение детородности, прекращение рода. То есть это энергия, то есть энергия, забирающая творческий потенциал. Мгм. Так, я полностью это все убираю со своего пространства, очищаю его. Я вижу, как появляется вот такой в секторе магии, как замок, и проворачиваешь таким ключом, и я вижу, как от коленки уходит вот эта энергия, вот этот комочек черный, Мгм. вот, и ты поднимаешься вверх, ам, как ангел, буквально считывается как архангел. Мгм. Я ну, спросила, почему архангел, а считывается как взявший верх над своим сознанием. То есть я вижу, как искажено вот это понятие ангелов и архангелов. Каждый человек для себя ангел и архангел, и это метафоры, которые касаются
личного духовного роста, созидания. И вижу, как такая энергия считывается солнечная, М, как пламя, вытягивается из сектора интерферентов. Я спрашиваю тебя, что это? Потому что ты светишься как ангел и вытягиваешь вот эту пылающую энергию, которая замерзла. Вот эти протуберанцы огненные, они вот так не движутся, такие мертвые. мгм. И ты вытаскиваешь, и вытащила такой полумесяц. Так, что Считывается это такое? щит, такой огромный полумесяц. Вот этот полумесяц, он везде проигрывается. Вот у Мгм. Жени был вот там, вот это, вот это. Что это за полумесяц? Что это за энергия? Считывается капуцин. Так, и какова его суть? Считывается назад, регрессия. Сейчас я считаю, в смысле регрессия какая. Пятится назад. Вот. Так, и когда он Энергия разрушения. А кто хозяин этого полумесяца? Я приказываю проявиться. В секторе магии один конец, этот полумесяц вот так развернулся рожками вниз. Там находится кто-то. Вижу Так. колдуна с шапочкой. Я приказываю ему отвечать, кто он такой. Ам, Экранчик, вот так как бы помехи, раздвинулись помехи. Ам, Кто он Считывается такой? Илья. Это Илья, Цельнозор. Мгм. Что он делает в моем пространстве? Говорит, что он фокусирует тебя а, на чем-то незыблемом. На чем именно он меня фокусирует? Я вижу, как такой полукруг пошел, полумесяц в сектор интерферентов, и именно в этом секторе интерферентов находится этот брусок. Так, что это за Невыполненная брусок? миссия. И чья это энергия, этот брусок? Кто ее хозяин? Внутри этой энергии это твоя энергия, а сверху она вот эта такая, как коричневая, считывается уход от реальности, зомбирующие программы, эзотерическая ересь, то есть такие вот разные энергии, как шелуха, которая вот так буквально считывается, как бы брусок мыла, когда намылить, да, то оно скользкое такое, то вот эти энергии делают твою миссию вот такой, как бы недосягаемой, потому что буквально вижу, как будто бы нога становится и так раз соскальзывает и падает. Так, и когда эта моя миссия стала невыполнимой, когда эта темная энергия ее так закрыла, что произошло на физическом плане? Я слышу лилия и вижу этот демонический глаз. Та же ситуация, когда ты подвернула ногу, а эта лилия у нее в голове вот здесь. Ну, не где физическое тело заканчивается, а вот в этом пространстве а, считывается а, глаз Люцифера. Вот как такая энергия желтая какая-то, программирование на упадок. Это глаз, голос и глаз этого Люцифера. Она чем-то занималась, эзотерикой какой-то, считывается как провидица, то есть она какие-то звездочки, а, эзотерическая магия. Она какими-то ритуалами занималась, считывание по Возможно. звездам. Мгм. Вот. Отсоединись сейчас от нее и найди вот Да. этот мой контракт полугодовой. Да, я вижу, ты стоишь, от этой коленки тянется подключка к этой лилии.
Всем сторонам этого контракта я приказываю проявиться. Вот стоит эта лилия. За ней стоит за спиной эта сущность, которую я увидела в самом начале. Это ее энергии. Так, все связано с сектором магии. И еще какая-то Мгм. черная подключка потянулась через сектор магии к ее духовному источнику, Так, кто к ее хозяин душевной матрице. Так, ее этой душа там, подключки? она находится, это ее, то есть это Мгм. ее подключка к тебе. Сейчас я посмотрю, сейчас, одну секундочку, она через колено, она к колену у тебя подключка. И Мгм. она как считывается вампирический союзник, то есть через этот контракт она, сейчас я посмотрю, есть ли ее программы в твоем пространстве, есть ли ее душа в твоем пространстве. Посмотри, есть ли ее душа в моем пространстве. Есть, она находится, вот такая маленькая, но она находится на уровне родовых программ, и она как будто бы мертвая там спит на уровне солнечного сплетения. А Мгм. солнечное сплетение – это вот именно вот эти солнце, это вот энергия творческого ядра, то есть это вот эта все испепеляющая энергия достижения цели, Мгм. Так. и она транслирует энергию саморазрушения, то есть она как мертвая лежит в том пространстве и сигнализирует, то есть транслирует как радиочастотный какой-то передатчик информацию разрушения и вот этого контракта. Мгм. Так, спроси у меня, вижу ли я, на что я согласилась по этому контракту, что я получила, что я потеряла по нему. Да, ты видишь. Тогда передай мне, что я проявляю свою волю и отказываюсь подписывать этот контракт. Все это Ты от меня говоришь, убираю. что ты себя слышишь. И, и считывается, что Женя выпал из игры, потому что он а, отказался на подсознательном уровне от этого сеанса, который был Мгм. запланирован. Вот. То есть он попался на удочку, я слышу, Кремля почему-то. Ну ладно, это мы с ним Мгм. разберемся. Так, Я хорошо. Я тебе передаю, чтобы ты расторгаю этот приказала. контракт. Подожди, не спеши. Мгм. Сначала прикажи Жене убрать его. Я слышу конфиденциальное воздействие. Так, да, я передаю Жене, чтобы он забрал все свои энергии, воздействия. И я вижу, что в секторе магии появилась такая, как есть такие ящерицы, у которых язык так вот он выбрасывается, а потом скручивается. Вот такая Так, коричневая энергия, как бы что этот это язык, за но энергия? это та энергия, которой поддался Евгений. Мгм. Ну, я передаю информацию об этой энергии Евгению, Да, и что если он захочет, то я могу как бы ему помочь с этим всем разобраться, убрать, если да, 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 будет его желание на это все. да. И пока убираю Женю со всеми его программами, энергиями из своего пространства. Ты убрала, да? Так, теперь я возвращаюсь. Давай вернемся к этому контракту полугодовому. Я Я его вижу, как полностью ты.
Ты его вот так Расторгаю. вытаскиваешь, рассматриваешь. И вот то, что я видела, вот эту точку, да, точка схода, и ты, как эта черная энергия от этой точки уходит, приближается к сектору магии, то оно вот так разделяется, расторгая этот контракт. И я вижу, ты Расторгаю. встаешь. Вот, встала, нога выровнялась, и эта черная энергия сплыла с твоего колена по ноге, закрываю все контракты, очищаю все расторгаю контракты и закрываю все порталы, выталкиваю всю энергию Все негативную, очищаю, чужеродную. все убираю. И когда ты это Да. делаешь, то вот так схватила вот эту лилию, которая находилась в твоем пространстве, Мгм. и я вижу, как отменяется этот поход на похорон, и вот так вот пух, и это губы эти, вот так. Да, также я ей отдаю все долги, которые там меня с ней связывают. Все договоренности, все я расторгаю, убираю полностью. И Э, на чем-то она еще держится в моем пространстве? Есть ли Я еще вижу, какие-то как ты зацепки? вот так закрываешь, считывается дом культуры. Вот так это все закрываешь как-то, эти двери, Мгм. и эту афишу срываешь. Мгм. Вот. То есть я вижу, что ты отказываешься вообще идти на это представление. Вот. И Мгм. вижу, как вот это твое, эта энергия, вот так вот, это как коромысло такое, как месяц. Мгм. А, Что-то с левой стороны такая, а, сейчас оно как-то то слева, то справа, такая как какой-то шарик. Так, И с что правой это? стороны, сейчас я посмотрю, одну секундочку, сейчас рассмотрю. А, Это сущность, считывается генетическая память. А, Так. Рода Люцифера. То есть это, сейчас я считаю эти программы, оно выглядит как черная паутина, которая обволакивает такие замороженные ледяные шарики. Так, что это за шарики? Сейчас я Какова посмотрю. суть этой энергии? Я слышу, что это обиды. Я вижу такую ситуацию. Считывается Виталий. Он находится по отношению к тебе в секторе магии и как будто бы такой огромной сковородой ударяет. А ты вот так вот делаешь. Как бы присела, приняла удар. Мгм. Мгм. Сейчас я посмотрю во все эти ситуации, если ты разрешаешь. Да, разрешаю. И ты Я тоже также смотри, и вот смотрю этим все эти пламенем, ситуации. огненным этим пламенем растворяю все эти, я слышу, индульгенции. То есть это фактически контракты. А, Это как бы желание изгладить свои ошибки каким-то неестественным путем. Индульгенции. Я слышу эзотерические практики. И пошла подключка в сектор магии. И вот там Так. этот Илья в этом колпаке стоит с этой Моной. Мгм. Так. И на что он Считывается притянулся? разрешение на связь с Ильей. Так, и Так. подключка вот так полумесяцем пошла, как серп. О, вот Мгм. оно что! Серп– это жнец. Он Мгм. жнец душ божественных. Так. И где это разрешение мое? Я его проявляю. Я вижу в секторе интерферентов находится такая, как черная энергия, вот та, которая закрыла этот ларец, этот сундук миссии. Вот оно что!
Вот эта метафора, как Кощеева смерть в сундуке, вот так наша жизненная энергия, миссия возвратить свою жизнь якобы тоже в сундуке. И вот это то, что Мгм. я видела, да, и оно замылено, то есть замылено этими практиками эзотерическими, а также замылено отцовскими негативными воздействиями. Ну, это вот все, матрица Мгм. антимира. И вижу, что эта энергия как будто бы вот так схватила за ноги. Это как огромный эгрегор, вихрь такой, который вот так схватил за ноги такого сияющего ангела. Так. И когда это произошло в моем пространстве, что Сейчас случилось я на посмотрю, кто это физике? за ангел, да. Мгм. Я слышу, пришла на воплощение. Так, Миссия расторжения контракта. так. И когда схватили за ноги, что там произошло на физическом плане? Воплощение. Я вижу, это тот момент воплощения. И в этот момент создалась вот эта эгрегориальная структура, которая выглядит как инь и янь, то есть Мгм. совмещение энергий живых, жизненных с этими мертвыми, паразитическими, захватывающими живую энергию души. Так, а почему она до сих пор в моем пространстве, если я это отменила? Когда На ты это чем она отменишь? держится? Контракт нужно посмотреть. Контракт не расторгнут. Хорошо, давай проявляю этот контракт, которому эта энергия держит меня за ноги. Смотри, нужно посмотреть в тот момент, до того, когда это схватило, что происходило в духовном пространстве или на физике, что это вообще было. Найди тот момент перед самым тем, как схватили за ноги, что произошло на физическом плане в тот момент. Ну, или между воплощениями. Вообще, что произошло, сейчас я Да, посмотрю. что произошло? Так, я вижу, что это сущность, которая считывается Люцифер. У него верхняя челюсть, зубы Мгм. человеческие. Считывается сила познания себя, и он вот так разматывает, как аркан закинуть, и бросает. Сейчас я посмотрю, что было на, ну, где ты находилась в Да, этот да. момент, в Была каком ли я пространстве. воплощена, да, в этот момент? Так, я слышу, пошла на утес. Я вижу, что это было пространство, вхождение в физическую реальность. Это выглядит как какая-то комета, как будто бы летит. Что это за комета? Вот это яркое свечение — это твоя духовная сущность, ядро твоей будущей жизни. Так. И что происходит, когда она летит? И вдруг она сталкивается, эта энергия, как будто бы какой-то, ну, вот так на пол какой-то. Э, Так, сейчас я посмотрю, что это за энергия. Мгм. Я Что это за слышу, это энергия? доказательство неправости, и эта энергия вот так идет по диагонали, и она связана а, с сектором магии и опускается сектором духа. Это магия. Это, то есть получается контракт между твоей духовной сущностью и духовной сущностью, то есть ядром души вот этой черной магии. То Мгм. есть противодействие двух одинаково противоположно заряженных э, энергий, да, дух, ядро, оно считывается как дух,
как Мгм. святой, ядро, и вот этот дух. То есть это Виктория, сущность, центральная сущность существования люциферианского вообще мира. Вот я вижу, это все выглядит как этот ужасающий вихрь. Виктория, вернись тогда, когда я только лечу в виде кометы. Да, С какой целью и куда я лечу? ты говоришь, что у тебя есть, и ты показываешь вот это, где брусок этот, миссия лежала. Мгм. Ты говоришь, что у тебя есть цель познать себя, познакомиться с отцом, с твоим отцом, земным отцом. Мгм. А для чего мне это? Так, сейчас ты показываешь вот ментально с правой стороны что-то начинает разворачиваться. Вот так вот. Сейчас я посмотрю. Так. Что это Ты разворачивается? говоришь исцелить ядро души Вселенной. То есть Что это это как будто значит? а, контракт я вижу как между двумя вселенными. Это опять вот это идет как вот как у человека два полушария, левое и правое, которые отвечают за разные функции когнитивные, да? Мгм. Точно так же во Вселенной вот правополушарное а, пространство, это пространство Первотворца. Я вижу, что разворачивается событие и процесс не только касающийся твоего личного, персонального дела, но и это дело между двумя парадигмами бытия, как между двумя полушариями. То есть получается Вселенная как разделена на правое полушарие, и оно находится вверху, справа, Мгм. и левополушарное это внизу, которая захватывает всю нижнюю а, сферу, нижнее пространство. Так, а что значит исцелить ядро души Вселенной? Сейчас я вижу тебя как какую-то духовную сущность белого цвета. Это даже не ангел, это э, считывается свободный дух. То есть это духовное существо, которое идет такими уверенными шагами и что-то рассевает. Так, что это Считывается я делаю? как сеятель истины. Так, и что происходит, когда ты сеешь? Там произрастают такие семена истины, и я вижу, как эти семена, с них вырастают такие растения, которые буквально корни перерабатывают эту черную почву. Это низковибрационное пространство, и корни прорастают в глубину и обволакивают это семя, потерянное семя в глубинах этого левополушарного пространства, или, как мы говорим, демонического. Получается, но оно не считывается как демоническое, а получается, что захвачены функции, то есть какое-то неправильное использование функций. Так. А как я связана с нашей Вселенной? С божественной вселенной Да. я слышу, что ты сеятель добра, истины, добра.
Сейчас я тебе спрошу, зачем тебе нужно было идти к этому отцу? А как твоего отца зовут? Владимир. Он не считывается вообще никак, а опять такой кулечек черный, который его поглотил. Так, зачем я именно к нему шла? Вот оно что. Ты говоришь, от тебя идет такой вот прямо, такой луч света, ну не луч такой острый, а такой плавный свет, который куда-то туда вниз уходит, и идет информация. Ты отвечаешь, говоришь, что в твоем роду не было призраков. Каких призраков не было в моем роду? Ты показываешь на эту звезду желтоватого цвета этой лилии. Также показываешь на эту усопшую и называешь это сейчас программирование будущего. Так, и в чем суть этого программирования будущего? На что я его программирую? Ты не программируешь его. Оно программировало тебя и таким Мгм. образом отбирало твою живую энергию. И в эту миссию я вижу, что входит, что переработка идет как переработка, впитывание, то есть я слышу согласование, идет обретение опыта, вот оно что. Мгм. Идет как переработка этого опыта, обретение нового опыта, и оно опять идет вот так вот уже много раз. Обличение Люцифера, то есть обличение вот этого духа энергетической красной этой оси. Она просто вот так вот, как ось такая крутится, как игла, Мгм. а внизу этой красной иглы, и она такая, знаешь, как будто во Вселенной эта игла. Да. Вот так вот. А внутри этого такое там ядро светится. Я сейчас посмотрю. А это ты. Мгм. Так, а Это почему твоя я? первопричина, первоначальная духовная сущность. Мгм. А когда я появилась в этой оси, моя энергия? Она не то, что в твоей оси, а ось выросла. Нет, в этой оси, когда появилась моя энергия в ядре ее. Оно, оно вот так получилось, как будто бы захвачена твоя энергия, как шар, а Мгм. сверху, как эта шапочка колдовская, да, уже Мгм. выросла на синергии с твоей энергией вот эта демоническая игла. Так, а есть ли какой-то контракт у меня с кем-то, по которой эта демоническая игла выросла на моей энергии? Я Сейчас я проявляю, тебе если он есть. спрошу, прошу тебя показать. Мгм. Ты М, говоришь, что это не твой личный контракт, Так, а что что это это за контракт? соглашение миров, Мгм. соглашение прийти вместе. Так, с какой целью? Обломить эту иглу, буквально я вижу вот так сломать. Это Мгм. повторяется, этот паттерн, как сломать эту, слышу, Вавилонскую башню. То есть вот этот колпак колдовской, который символизирует именно магический подход к получению желаемого с помощью неэтичных паразитических действий. Вот. Мгм. Вернись к этому соглашению миров. Да. В чем его суть? Я вижу, что вокруг тебя стоят как будто бы спиной друг к другу, эм, а внутри как будто бы срослись крыльями Мгм. а,
считываются как сущности света. Вот эти все боги, творцы, ангелы, но они как будто бы ну, стоят вокруг шара такого. Внутри шара их свободные крылья. И вот я тебя вижу, и от тебя идет как будто такая связь, я слышу, с поэтическим миром. В сектор Мгм. магии уходит связь. Так, кто находится в секторе магии, я приказываю проявиться. Вижу такой черный язык, который типа да-да-да-да. Так, кто хозяин этого языка, я приказываю Какая-то проявиться. лягушка черная сидит с бородавками и вот этим языком. О, это лягушка вот эта. Вот это. Мгм. Это считывается лжец. Так, Да. кто хозяин этой лягушки, я приказываю проявиться в его пространстве. Я вижу, что эта лягушка сидит на голове, прямо и звучит, Тараса Слободенюка. И Мгм. также считывается, что он закрыл твою миссию. Так, приказываем отвечать, что он делает в моем пространстве. Вот он достает вот этот треугольник. Вот такой же, как твой отец был, как будто бы в этом, в кульке таком вверх ногами, да? Мгм. А он берет такой же вот треугольник, тоже вверх основанием. Так. И что это он Он делает? говорит, что он навязывает демонические инспекции на твою истинную миссию. И опять же этот брусочек, который находится в секторе подписания контракта у тебя, но на уровне вот так вот где-то колен чуть-чуть выше. И он сверху этот циркуль, и от этого циркуля идет тоже привязка к этому колдуну. Мгм. Так, когда... Считывается, да, что то же самое, что из Жени прозвучало, несостоятельность, неспособность Мгм. провести расследование, Так, когда ограничивающие его программы ограничивают. так, я проявляю свою волю, и я полностью это расследование все сделаю, все проявлю, всех обличу. И когда этот Тарас появился в моем пространстве? Я слышу первый сеанс, и я вижу у него на голове появляется такая какая-то корона. М? Ну, не такая, как принцессам рисуют, а такая, как царская корона. Так. И считывается пафос Николая II. Вот почему поэтический, то есть пафосный, пафосное Мгм. пространство. Так, и на что он притянулся в мое пространство? Вот на этот блок, Лиля, я слышу, вот когда ты упала, вот этот контракт. Не Мгм. раскрыть твою истинную миссию. Так, контракт я расторгла. На чем он Да. сейчас держится в моем пространстве? Где зацепка? Ну, это была зацепка, а мы Мгм. сейчас как бы работаем с последствиями, которые нужно Так, убрать. тогда я приказываю Тарасу убрать все его воздействия, всем закрытие моей истинной миссии. Я это все убираю, проявляю полностью суть моей миссии истинной, а ему Вот приказываю оно, забрать. соскочил. Я вот это увидела, как у тебя эта чашечка соскочила. Вот так у Мгм. него в его пространстве как бы соскочил. Он споткнулся, то есть на этой скользкой мишуре, которая закрывала твою миссию.
Так, я приказываю ему забирать всю эту скользкую мишуру, все его воздействия, всю его энергию. Все это пусть он забирает, карму ему также призываю на него и приказываю убраться полностью с моего пространства. И очищаю свою миссию. И сейчас я вижу такая точечка, вот где-то вот здесь. Сейчас я посмотрю, что это. Так, что это за энергия? И как маятник вот так вот колышется. И Мгм. на маятнике такая черненькая маленькая точечка, а на этой точечке кто-то там держится. Так, кто это? Я приказываю ему проявиться. Вот этот Илья висит как на маятнике, а Мгм. тебя держит, как будто бы вот эту сияющую, которую вот эта энергия черная за ноги держала, этого ангела, Мгм. так он вот эту энергию держит за ноги только вверх ногами. Так, И вот. и что это за маятник? Какая суть этой энергии? Я слышу раскачать, Так. буквально как будто бы море раскачать. Да? Я слышу раскачать энергии добра. Так, сейчас спрошу, что он делает в Мгм. твоем пространстве. Так. Когда он появился? Приказываем отвечать, что он делает и когда появился. Я вижу, появляется вот этот язык, считывается верить в ложь. Это Мгм. связано с этим контрактом с коленкой. Так. Вот, когда ты перестала верить в себя, вот, Мгм. считывается вот эта деменция, паразитическая деменция. И вот эта подключка к этому эгрегориальному, Так. магическому, Спроси у меня, энергетическому. вижу ли я это все, как я подключилась к этому эгрегору, как я от себя отреклась. Ты говоришь, что ты видишь, и я вижу, что вот эту штуковину красную, которая была как игла, а сейчас она Мгм. начала как бы проседать, становиться потолще. И это такая Мгм. хитиновая скорлупа, а на самом деле, которая держится вообще ни на чем, буквально на энергиях добра. И я вижу, как ты вот эту разламываешь, вот как ты хотела это гипотетически сделать, сейчас практически это происходит, и буквально фонтаном оттуда твоя энергия уходит, а эта игла вот так вот, она пустая, пустотелая внутри. Ну, как Мгм. трупехлявое дерево, только может кора стоять, а внутри все уже сгнило. Тронешь, оно все упало. Вот точно так Мгм. же это. И оно все исчезает. И ты хвать, берешь эту лилию. И Мгм. слышу, Лиля, так, сейчас, одну секундочку. Очищает твое пространство от Ильи, от Моны. Буквально я вижу, как Мгм. ты Да, полностью очищаю от них, убираю все их воздействия, всю их магию, гипноз. Все очищаю, убираю. так, лилия, и ты ее поставила как куда-то вот сюда, вот такую маленькую. Считывается смерть, поцелуй смерти. М. Что это такое? Я слышу, что пришла на похороны. В секторе магии по отношению к тебе находятся вот эти похороны. Я размораживаю эту ситуацию и М. передаю тебе, что ты можешь отменить этот поход на эти похороны. И Да. я вижу, что этот поход на похороны — это вот как будто бы 2 твои ноги в эфирном плане, сияющие, да, энергии. Мгм. Вот так кто-то берет и в косичку заплетает. Так. Э, Заплетает мои ноги, я приказываю проявиться. ну, это по этому же контракту полугодичному, да. Мгм. Так, я расторгла этот контракт. Почему это еще находится в моем? Ну, А ты я вызывала поняла, духов осталось еще. в студенческие годы? Студенческие нет. В детстве на пальцах в этом лагере в пионерском поднимали на пальцах там. Оно постоянно считывается, но не просматривается. А давай я проявляю то, что считывается, не просматривается, я это проявляю. Что это за ситуация?
Оно считывается ситуации нет, а считывается как просто пятно темное, считывается как остаточные явления, то есть энергия деменции, которая еще зацепилась на этот контракт, Мгм. и Так, поэтому она не уходила. контракта уже нет в моем пространстве, поэтому всю энергию деменции я это все убираю. И М, лилию эту всю тоже убираю со своего пространства. И все, что цеплялось за счет этого контракта, я все полностью от меня убираю, очищаю. А вот это шло, что ты как будто бы упала, как ты или шла на скалу, и как это такой этот, как будто, ну, как человек упал бы на скалу и катится со скалы, и там много других сопутствующих травм. Мало того, что он ударился, еще попутно он катится и ушибает себя. Точно так же это метафора этого контракта, на который натягиваются потом другие контракты. Мгм. И я вижу, как эта энергия свечения твоего божественного я, вот эта красная, которая как замороженный огонь был, она начала таять вдруг. М. И передавай, поработаем с этой лилией, передай ей, я Да, и алгоритм ее освобождения. божественной душе, что она, если Мгм. хочет, она может освободиться. Вот. Так. И перейти в пространство, где отдыхают души. Я передаю эту информацию, вижу, как она вдруг осознает, что она, это звезда какая-то там у нее. Да, это такая как метафора, аллегория ее магических способностей. Мы ей передаем информацию, и пусть она сделает выбор сама, М. приказывая ей убираться с твоего пространства и забирай всю твою потерянную энергию, связанную Да. с ее. Я Убираю слышу, ее полностью из моего да. пространства, возвращаю все частички своей души, всю свою энергию живую, чистую, согласно моему эталонному эфирному ДНК. В этот момент расторгается этот полугодичный контракт, и я вижу, как стрелочки на часах побежали обратно, и когда они соединились друг с другом, вот так задрожали и исчезли. И вот это зацикленное время тоже исчезло, и это божественное пламя оживает. Мгм. Просканируй и верни только тот божественный дух, который принадлежит тебе по праву изначально первично сотворенной божественной души. Все Так. чужеродное отправляй, а оно не соединяется с этим пламенем. Вообще ничего. Все чужеродное Это убираю со своего считывается пространства. конструкт безопасности. То есть это и есть как вот эта истинная охрана, да, безопасность, истинная целостность. Вот. Мгм. И я возвращаю все свои способности ясновидения и то, что наша общая миссия, то, что она была как-то отложена, я возвращаюсь на этот путь своей истинной миссии, Мгм. то, ради чего я пришла в это пространство. И Да. посмотри, что сейчас с Бруском, там, где была закрыта моя миссия, что с ним сейчас. Я вижу, что ты сидишь возле него и вот так вот как-то смотришь, ну, типа, с какой стороны подойти. Мгм. Я тебе передаю те аспекты, которые ты читала, что ты хочешь прорыв и совершить квантовый скачок, потому что только имеет значение твоя воля и больше ничья. Да, я хочу жить своей истинной жизнью, и я хочу выполнять свою истинную миссию, ради которой я пришла в это пространство. Вот в этот момент этот брусок, с этого бруска расцветает вот этот цветок. Вот такие, с такими, как полосочки, такие закрученные, как папоротник. Мгм. Вот так расцветает это такое дерево, и вдруг оно превращается в такой шар. А это как мыльница просто исчезает, и те программы, которые удерживали это, они так лук, смотрят туда-сюда, а нету ничего, и исчезают. А этот шар
считывается ядро божественного сознания, вот так перемещается в сектор первотворца. И когда оно это делает, то твои крылья, оно изнутри сжигают эту черную обожженную энергию на крыльях. Считывается, что возвращение свободы. То есть, получается, душа – это одним словом, это свобода, воля. Мгм. И оно возвращает, по-украински воля, очень четко говорит. Свобода и воля – это одно и то же слово в украинском языке, которое обозначает и проявленную волю, и свободу как таковую. И оно идет вот так поднимается, как в сектор первотворца. Мгм. И Так. вижу, как твое эфирное пространство, оно вот так поднимается туда. То есть вот этот эфирный двойник, с которым мы общаемся, да, то есть Мгм. он поднимается и сливается с этим божественным я, и я слышу, и становится куполом. То есть обретает такую, как купол, защиту. То есть вот это эфирное ДНК, которое считывать мог до этого любой, кому не попадя, телепат никогда не вторгается. То есть истинный телепат, да, как я даже своих детей не смотрю, никого, ни свои прошлые. То есть я не вторгаюсь ни в свое пространство, ни в других людей до тех пор, пока не произрастают какие-то симптомы, то есть на уровне физики, за которые можно, образно говоря, подтянуть. Мгм. Да, то есть это священное уважение к своей душе, к акту творения первотворца, к первотворцу. И это есть защита, естественная защита. Вот когда сливается истинное я, и оно становится, вот эфирная ДНК, недостижимое для считывания чужеродных программ. То есть вот эта звездочка, так называемая, да, вот эти ухищрения эзотерические, то есть вот эти проводочки, которые крючочки, которые вот закидывают удочки, да, оно не срабатывает, потому что оно обжигается вот эти... Ой-ой-ой. Помнишь, перед тем, как пойти, вот там это был как Люцифер, как будто бы вот эта метафора такая шла, как будто Мгм. бы закинул такой аркан. Вот. Сейчас ты свой новый опыт, свое состояние новое трансформировала и перенесла в тот момент. То есть оно в том моменте выглядит, что он закинул эту удочку, этот аркан, и оно в твоем пространстве все сожгло. И Мгм. возвращается обугленная его ниточка. Ни с чем, да еще и получил карму. Мгм. Хорошо, отсоединись от этого всего. Да. И посмотри, были вот эти энергии полумесяца, капуцины в моем пространстве. Что сейчас с этой ситуацией? Но я их не вижу, их нет. Это было связано с Ильей. Ну, все эти эгрегориальные структуры паразитические, они все считываются как капуцины. То есть это символ, метафора деволюции Мгм. души. Также спроси у меня, что я хочу сейчас сделать для исцеления ядра души Вселенной и для обличения Люцифера. Ты говоришь поблагодарить. Вот так вот Так. руки. Я сейчас Кого? тебя спрошу, кого поблагодарить? Ты говоришь меня, ну типа себя. Мгм. За что? Ты говоришь за слияние светом первотворца. Мгм. Хорошо. За Посмотри сейчас, как я. нахождение своего истинного я. Мгм.
Так, а та миссия, которая была в бруске и которая превратилась в такой цветок папоротника, в чем ее суть Суть чего? миссии? Вернуться домой. Куда домой? В высшую духовную сферу Отца, Первотворца. Мгм. А что мне для этого нужно, чтобы вернуться домой? Ну, ты уже вернулась? Прекрасно. Хорошо. Посмотри сейчас, как я выгляжу. Огромный шар. Мгм. Так, спроси у меня, все ли мы сегодня сделали для меня на этом сеансе. Да, все. Мгм. Хорошо, тогда поднимаемся максимально вверх, Да. наполняемся энергией любви, гармонии, здоровья, благополучия, Мгм. радости. Отсоединяйся от меня, от всех и от всего. Проверь свое личное пространство, очисти от всего чужеродного, закрой все порталы, убери все замороженные ситуации, Мгм. наполняйся также энергией любви, гармонии, благополучия, счастья, Мгм. здоровья. И я Да. посчитаю от 1 до 3, и ты вернешься в физическую реальность, в которой я с тобой разговариваю, и будешь чувствовать себя великолепно. Да, вообще. Получилось? Как ты и сказала, что мы это такое разворошили, да, вот до этого ты сказала, что и вот оно дальше продолжаем. А Что-то такое. смотри, как они, чтобы ты не расторгла свой контракт, как они меня взяли в оборот, как я с этим унитазом 3 года боролась, да? То есть И как это он, же и как был, он классно прилетел тебе на этом сеансе там. да, и Пролетел. как я его сегодня еще, этот унитаз одевала кое-кому на голову, вот этой Елене, она же мне приснилась. То есть это еще дорабатывалось, ты себе не думай. То есть, а что было? Отказ от миссии на подсознательном уровне. Когда я сказала, да лучше я унитаз пойду мыть. И это для того, чтобы ты не смогла расторгнуть свой контракт. Женю на этом подловили, меня на этом Ну подловили. да, Жене просто выключили сегодня на вот этом его вопросе, то, что на него наехали, и Женя вырубился полностью, все, его это просто отключило. Ну, тоже как бы Смотри, слабые места, да, вот находят и прям... а как говорится, пофиг, а мы сильнее. Почему? Смотри, на интуитивном уровне я это почувствовала, свой отказ, вовремя отменила свое, понимаешь, отменила свой этот отказ, свое предательство. Вот. И поэтому мы смогли сделать сеанс с тобой, а сейчас поэтому мы сможем вытащить с этого и Женю. Прикинь? Да, круто. Но вот это вот вопрос, Вообще. что я хотела расследование сделать по поводу а, карантина планеты. И я сейчас прям так сильно хотела вот это пойти в эту тему, потому что она просто отвлекается. Ну, это моя такая чуйка, да, ну, как бы я так чувствую, может быть, не права, что как бы мы все с этим связаны, что это как Так бы тоже... это же и есть, это и Да, есть этот карантин. да. Мы И под знаешь, что мы как карантином. творцы еще обязаны испытать на себе свое творение, поэтому мы в этом же карантине как бы и Смотри, да сидим. мы с Женей об этом только говорили. То есть это все идет синхронно, ты себе не думай. Мгм. Это все синхронно идет, и мы только об этом говорили, что вот эти программы, которые нас удерживают, наш свет внутренний, да,